Я приветствую всех, кто заглянул на канал Таро Немо. Онлайн-гадание. Что обо мне думает загаданный человек? Могу ли я ему доверять? Вот эти два ключевых вопроса давайте проясним. Вся наша жизнь складывается из взаимоотношений. Взаимоотношений с соседями, взаимоотношений с коллегами по работе. Ну и, конечно, в личной жизни будет три варианта. Вы можете загадать кого-то одного или загадать трех разных людей, что нам подскажут карты. И кому недостаточно будет времени, ставьте на паузу, прислушайтесь к своей интуиции, сделайте выбор сердцем, и тогда нам карты действительно, может быть, помогут прояснить какую-то обстановку. Ведь в любом случае, когда вы смотрите эти видео или слушаете то, что я говорю, так человек устроен, вы обдумываете что-то свое. И я надеюсь, хоть, конечно, нам обязательно нужно оставаться реалистами, но тем не менее, какие-то подсказки от этого видео для вас будут. Я благодарю вас за просмотры и благодарю вас за ваши комментарии. Канал совершенно новый, и поэтому для меня важно ваши отклики, что вы думаете. И вот у нас перевернулась карта двойка жезлов. Значит, есть какие-то планы, кто меня сегодня смотрит, есть ваши планы на будущее, и, скорее всего, какой-то вопрос будет практичности. Вот действительно, могу ли я доверять, могу ли я какие-то планы строить вместе с конкретным человеком, или, может быть, было что-то обещано, и мы смотрим в горизонт и думаем, я не должен или не должна просчитаться. Ну да, что-то тут стоит очень серьезное, раз у нас двойка жезлов выпадает. Двойка жезлов всегда, знаете, как распутье, развилка какая-то. Тут действительно может быть выбор. Вот давайте на колоде Таро иллюминатов мы достанем три основных карты. Это будет как три варианта. Первый. Второй. И третий. Ставьте на паузу, если вам недостаточно времени, а мы начинаем. Итак, первый вариант. Что думает обо мне загаданный человек? Что он думает? Человек думает, возможно, вы находитесь в каких-то стесненных обстоятельствах, условиях, либо для него тоже есть определенные какие-то преграды или обстоятельства непреодолимой силы, на которые он не влияет. Карта башня – это есть то, что происходит помимо нашей воли. Или какая-то ситуация словно разворачивается по воле непонятных сил или обстоятельств, или, может быть, человек где-то готов к тому, что завтра произойдут еще какие-либо перемены. Это, знаете, все-таки башня у нас чаще всего проигрывается как тюрьма или какие-то ограничения. То, что прежде нас как будто сковывало, не давало решить какой-либо вопрос, а здесь как раз это может быть выход из создавшейся ситуации. Поэтому человек может, как и вас, видеть, вот здесь будьте внимательны, он может вас видеть с одной стороны как способ, может быть, решить какую-то проблему. А для кого-то это будет означать, вы видите в человеке какую-то новую возможность. И есть, безусловно, взаимодействие, но или так, или иначе, есть воздействие сил со стороны, каких-то обстоятельств, может быть, времени. И по этой карте, с одной стороны, нам говорят, что какое-то дело вполне себе может осуществиться, потому что нет преград, а как раз вот эти оковы, то, что раньше сдерживало, теперь как будто они исчезают. Но на первый момент мы можем испытывать чувство словно невесомости. Мы свободны по этой карте, но что делать с этой свободой, непонятно. То есть есть какая-то доля сомнений, но не потому, что человек, мы говорим, да, что задумал, думает обо мне человек. Он не думает ничего плохого, но он сооценивает какие-то свои желания с возможностями и с обстановкой, которая вокруг. Давайте мы проясним немножко. Но все-таки старшие арканы, кто загадал первый вариант, тут определенно есть какая-то, знаете, ну вот как мы говорим, кармическая связь, судьбоносные какие-то события. То есть вот то, чего мы не можем изменить.
То, что в нашу жизнь врывается, не спрашивает у нас разрешения. А вот так вот случилось и все. И принимай это как хочешь. Давайте мы еще раз уточним, что же думает загаданный человек. Вы знаете, человек, это карта прогресса, тройка пентаклей, ничего плохого не думает. Но у человека, видимо, какие-то свои есть, ну, устремления, планы, назовите это так. Потому что по этой карте мы готовы учиться. И человек вполне вероятно, может быть, вы выступаете в роли учителя, или, может быть, вы выступаете как в роли поддержки от того, как вы будете оказывать эту поддержку. Человек и думает, как он может применить какие-то новые возможности. Тут ведь возможности у нас все-таки по карте башня. И по карте башни иногда, знаете, бывает то состояние, когда успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И вот перекладывайте на какую-то внешнюю ситуацию, первый вариант, она явно потому что будет зависеть, или отношения зависят каким-то образом. Есть, знаете, как перекликается что-то, или у кого-то это может проиграться как какой-то гордиев узел. И как раз разрешение какого-то вопроса как будто будет связано с вами. Это, знаете, нам не говорят ведь карты о вашей поддержке, но тем не менее нам выпадает карта прогресса, и значит человек где-то связывает свой прогресс именно с взаимодействием с вами. А что еще? Что думает загаданный человек? Правда, с учетом карты башни у человека может быть тупиковая ситуация или, знаете, как жизненная развилка. Нужно принять какое-то однозначное решение, и вроде бы человек знает, куда идет. По тройке пентаклей, но еще как будто темновато. Или сложный период жизни для самого человека, когда знаете, оценить правильно реальную обстановку сложно из-за тяжелых эмоций. У человека могли быть как какое-то предательство, могло быть какое-то разочарование такое глубокое, словно мир перевернулся. И то, что, может быть, люди обещали, и на самом деле не состоялось. Или уже столкнувшись с людьми, его подвели, и он знает, что, ну, наверное, на людей можно надеяться, и вроде бы как, может быть, понимает, что в одиночку какой-то проект я не могу осуществить. Но сказать то, что он всем верит, или, по крайней мере, мои дорогие, вот даже вам я не могу этого сказать на 100%, потому что как и башня, так и девятка мечей где-то говорит о неопределенности на данный момент. И какое-то ваше дело или ваше совместное какой-то проект может быть как один из вариантов, но человек уже продумывает другой какой-то вариант. А если что-то не получится, я могу сказать точно, что у каждого ведь своя какая-то ситуация. Человек словно очень хочет, чтобы вот то, что, может быть, вы вместе с ним обсуждали или планировали, это получилось. Но он оставляет за собой какой-то шаг отступления, и в то же время он боится об этом думать. Он не хочет, чтобы повторился какой-то кошмар. Он не хочет, чтобы его подвели, потому что, видимо, ситуация какая-то, знаете, как на пике каком-то находится, кульминация какая-то, и нужно решать вот в моменте здесь и сейчас. И поэтому для человека вообще очень важны люди надежные. Как он вас видит? А вот, посмотрите, по принципу Пентакли это тоже у нас карта прогресса, но прогресса, мои дорогие, конкретного. Это тогда, когда мы словно марафонский забег начинаем, на какую-то долгую дистанцию. Это смена жизненных приоритетов. Это буквально, может быть, вы помогаете кому-то финансово или помогаете советом. Часто именно финансовая помощь тоже проходит по этой карте. Но, видимо, есть какой-то, может быть, ваш даже совместный план с долгой перспективой, когда карта нам говорит, что у вас как раз все получится. Значит, вы для человека очень надежный какой-то оплот, центр, может быть, его спокойствие в каком-то изменчивом или переменчивом мире, в ситуациях. И, правда, при своих каких-то внутренних страхах, сомнениях, вы для человека как какая-то спокойная гавань. Вот интересно, давайте мы спросим у карт, колоды карт 78 дверей,
Какие двери для вас могут открыться от вашего какого-то совместного сотрудничества, может быть. Ну, по крайней мере, нам об этом говорят карты. От вашего взаимодействия с этим человеком. Какие двери могут открыться? Вы решаете сами, открыть эти двери или закрыть. И человек может думать, что он тоже, как будто я управляю ситуацией. И от правильного взаимодействия, как вы сумеете буквально договориться, будет зависеть то, как в дальнейшем будет выстраиваться как ваши отношения, так и ваш какой-то, может быть, план. У кого-то ведь может быть партнерство по работе или партнерство в бизнесе, или, может быть, это вопрос даже близких людей касается, но, значит, есть какая-то тема, как болевая точка уже, когда ну, что-то вы вместе планируете, так или иначе, в одну сторону, словно, смотрите. Что нам еще, какие возможности предоставятся? Знаете, ну, я могу сказать так, что четверка мечей, и вот именно в этой колоде нам показан слепой, который, или, может быть, он таким хочет казаться. Потому что человек, у нас дверь показана, и в этой колоде самое главное открытые двери, закрытые или ключи к этим дверям подобрать. Так вот, двери закрытые, но человек как будто даже не идет в ту сторону. Даже его трость, которую он пытается нащупать дорогу, путь, она повернута в какую-то другую сторону. Он не повернут даже в сторону этой двери. Как будто он хочет продемонстрировать «я сам по себе». Человек может быть, в принципе, очень уверенный или самоуверенный, или с большим самомнением. Но он умеет, ну, своего рода сделать фетиш. Как ни крути. Видимо, сложность, наверное, поэтому вы и смотрите на этого человека. Сложность состоит как раз в том, что вы, может быть, этому человеку где-то в глубине души не доверяете. Вы можете думать, что этот человек меня будет использовать какое-то время, а при первой возможности он свернет налево, направо. То есть он сделает вид, как ни в чем не бывало, что это какие-то его заслуги, моя помощь будет нивелирована к нулю, и я останусь либо ни с чем, либо с какими-то глубокими разочарованиями. У кого-то из вас уже какой-то был печальный опыт с этим человеком, и, кстати, карта башня тоже об этом может говорить, что какое-то было словно разрушение. Здесь может быть как из прошлого люди к нам возвращаются. И не обязательно личная жизнь, а может быть и по работе, как какие-то прежние связи, предложения. Это может быть и кто-то из родственников, которые там воскрес, да, ну, условно говоря, после длительного молчания. И это может быть и какое-то бизнес-партнерство, когда человек нам, ну, зненацку ни с того ни с сего предлагает какой-то проект, а до этого он ушел в какую-то небытие, неизвестность или просто молчал. Поэтому есть момент недоверия, и вы держите, каковы, если мы говорим возможности. Вы возможности как таковые видите в том, что ну, есть сомнение начинать какой-либо долгосрочный проект с этим человеком, потому что он, знаете, ну, на своей волне находится, он все равно имеет в голове какой-то свой личный план, и он не повернет этот план, даже если завтра у вас случится эта башня. Вот тут как-то так сложно. Ну вот не думала, что так застрянет первый вариант. Так, давайте, какой мы вопрос с вами зададим? Что по факту будет? Вот давайте так, мне же хочется сконкретизировать, что будет по факту. Старший аркан повешенный. Какая-то ситуация не будет развиваться быстро. И вполне вероятно, первое, это будет зависимость от внешних каких-то событий, условий. А второй момент, будет очень много зависеть от самого человека. Видимо, в том проекте или в том деле, который вот вы вместе, может быть, начинаете, планируете, ну, перекладываете отношения это или какое-то действо, да, какой-то ваш проект уже. Вот здесь будет такая ситуация, когда нужно действовать, а человек себя словно демонстрирует. Он хочет, видимо, может быть, какое-то дело, чтобы больше приняли участие вы.
он хочет что-то показать, продемонстрировать, может быть, себя где-то в каком-то таком необычном свете, словно, да, вот как по этой карте. Нет, собственно говоря, дверей, нет преграды ведь какой-то. Все преграды как будто могут быть в человеке. Именно из-за того, что вот какой-то внешний лоск, какой-то, опять же, фетиш или картинка может затмевать конкретные действия. От человека требуются действия, но он либо не видит, не знает как. И в этом где-то зависимость от вас, мои дорогие, кто смотрит первый вариант. Но и есть еще такой момент, что действовать-то все равно приходится, действовать-то нужно. А вот такое погружение, да, оно как бы недопустимо. И человек ведь у нас на этой карте показан, он словно маг, он фокусник. Вот здесь какой-то фокус буквально может быть. Ну, как ни странно. Хорошо, давайте мы спросим так, конкретно. Могу ли я доверять этому человеку? Очень интересно. Ну, тут о доверии, конечно, речь полным не идет. Пятерка жезлов, мои дорогие. Тут надо оставаться где-то на своей волне. Пятерка жезлов, пусть не в этой колоде, а в другой. Я ее называю информационный хаос. А здесь нам показывают не просто закрытую дверь, а словно замурованную. И если мы хотим эту брешь пробить, нам буквально, вот видите, какие-то силовые методы нужно использовать. Нам придется что-то доказывать, тратить очень много сил, энергии. И не факт, что когда мы пробьем вот эту дверь, что мы останемся довольными тем, что мы увидим, вот тем пейзажем или картиной, или теми какими-то новостями, которые для нас откроются. О доверии, ну, здесь речь не идет. Вам в любом случае, кто загадал первый вариант, здесь посмотрите, кстати, ни одной карты ни об искренности нам не сказали, ни о каких-то чувствах. Поэтому те, кто загадал, может быть, и личную историю, здесь нужно, ну, не побоюсь, наверное, этого слова, буквально взаимодействовать, как партнерские отношения выгодно-невыгодно. Когда человек в вас заинтересован, ну так стало быть, ваши отношения в вашу заинтересованность надо перевести, потому что с позиции какого-то проекта вас рассматривают. И если у вас есть интерес к загаданному человеку, значит, вы его тоже рассматриваете не с позиции искренности или открытия всех своих возможностей, или знаете, как на блюдечке с голубой каемочкой что-то преподнести для человека, как подарок. Нет, тут человек, скорее всего, проходит свой какой-то, как мы говорим, кармический урок. Вот не мешайте ему проходить, не пробивайте какую-то брешь. Тут и вы ведь тоже проходите этот урок. Может быть, если прежние отношения, вот опять же по карте башни, были, ну, где-то со знаком минус, или человек подвел, или в какой-то кульминационный момент вы допускаете, даже если какой-то факт не доказан, но ваша душа, она мудрая, она знает. И если есть какие-то сомнения, что человек увильнул, или какая-то минусовая в прошлом ситуация складывалась именно потому, что человек себя повел как-то либо неадекватно, либо непорядочно, тут ведь по-разному, то здесь ни о каком доверии, ну, увы, нет. Давайте мы спросим, вот вообще как карты видят, подвести итог мы ведь должны, как будет развиваться, вот мы немножко вперед забежим, как будут развиваться ваши отношения в дальнейшем. И выпало нам много карт, но эти соскользнули, а вот выпали, перевернулись 3. Как это будет выглядеть? И вот смотрите, отшельник. Ну, с одной стороны, этот человек будет оставаться на своей волне, со своей какой-то правдой, чего карты одновременно советуют и вам. Для кого-то из вас буквально вопросы, вот смотрите, тройка у нас выпадает пентаклей, снова та же карта, второй раз повторяется, и значит, есть какой-то профессионализм или вас заинтересованы, потому что вы умеете сделать какую-то работу лучше, чем кто-то другой, или вы более продуктивно, качественно, с большей прибылью это можете сделать,
и в вас видят конкретную материальную возможность. И если мы наперед, да, какой-то проект вы, мои дорогие, можете продвинуть с 3 пентаклей до королевы пентаклей, до больших денег. Но карты вам советуют оставаться на своей волне. Потому что отшельник все-таки это у нас мудрец. Это Диоген с фонарем, который где-то умеет наступить на горло собственной песни, как я говорю, да? Но в каком плане? Только в материальном. Он умеет отказаться от какой-то сразу прибыли, лоска, вот какой-то большого такого грандиозного успеха, потому что он понимает, что какая-то удача, если мы ее просто принимаем как шанс, она может оказаться мимолетно. Вы здесь как раз готовы к этому самому марафонскому забегу для того, чтобы на длительную дистанцию выстроить какой-то, как и бизнес-проект, как и любое дело, начать и закончить, и дальше как будто перевести в новый уровень, в новую стадию и еще развить, еще до больших денег. У вас очень большие возможности. И от того, как вы будете себя позиционировать, насколько вы себя будете ценить, будет и зависеть, как будет ценить вас человек буквально. Вы, наверное, тоже проходите какой-то урок, потому что для вас эта ситуация не случайна в вашей жизни. Необходимо быть тоже на своей волне, скажем так, и больше себя ставить даже в этих отношениях на первое место. Иначе человек в какой-то момент поставит себя на этот пьедестал, развернется и уйдет. Но сложная первая позиция. Поэтому вот в этой ситуации, которую я обрисовала, можете оказаться, как и вы, словно на коне, да, на вершине успеха, когда вы где-то идете своим путем или какой-то своей стезей. Вот как тот, наверное, отшельник. И вы достигаете, ведь надо сказать, вот этого благополучия материального. Тут конкретно материальный рост нам показывают. Вы достигаете ведь за счет своего трудолюбия раз, за счет того, что вы умеете правильно взаимодействовать с миром два, и умеете отказаться от материальных каких-то, может быть, желаний, или вы умеете экономить буквально. Вы выстраиваете свое материальное благополучие шаг за шагом. Не сразу стремиться к какой-то вершине. Вы просто понимаете, что успех – это трудолюбие, вот где-то по поводу этого. Ну, насколько понимает человек, тут, похоже, совершенно обратная ситуация. Ему хочется все и сразу, а так не бывает. И поэтому, если мы вложимся в какой-то проект, может произойти такая ситуация, что человек как будто возьмет именно вашу победу и пойдет дальше своей дорогой. Вы можете с ним взаимодействовать, у вас тоже может быть каким-то образом, как человек будет вам чем-то полезен, понимаете? Но вы должны, понимаете, не пускать его как будто близко в свою душу. Потому что у человека материальная заинтересованность. Рассматривать конкретные отношения только через призму выгоды, какого-то интереса и дальнейшего прогресса, если для нас двоих. Но для вас еще придется, видимо, пройти какой-то путь, прежде чем вы сумеете с этим человеком выстроить в какой-то новой канве взаимоотношения. Ну, собственно, выпавшие карты нам ответили на все вопросы. Вот такой был первый вариант. Да, тут, видите, и король пентаклей еще выпадает. То есть это дважды, когда пентаклевые карты о каком-то, как успехе, росте материального положения, благополучия. Наверное, первый вариант для вас как раз наиболее предпочтителен в том плане, что есть какое-то ваше видение дела, вопроса. И вы, я бы сказала, видите человека даже многогранней, как будто шире, с новыми возможностями, а человек себя в этом как будто не может видеть. Но он не подает вида, и у него, знаете, сейчас может быть просто какая-то задумка, какой-то проект получить. Вот знаете, как вау. Человек не готов, как вы, планомерно, методично, пунктуально, может быть, шаг за шагом идти к этой победе, какой-то вершине успеха. Он именно больше настроен на какой-то быстрый эффект или получение денег. Ну, перекладывайте на себя, мои дорогие, а мы переходим ко второму варианту. Перемешала, сложила карты и, тем не менее, додумываю первый вариант. Знаете, кто по первому варианту задумал,
Тут такой момент, что все-таки вы проходите как учитель. Да, это ситуация для двоих кармическая. Не случайно, наверное, с этого начался старший аркан. Мало того, что двое как будто людей оказались в определенной обстановке с учетом каких-то обстоятельств. Но у каждого свои задачи. Ваша позиция, она наиболее сильная. И она сильна именно тем, что вы меньше придаете значение какому-то внешнему лоску, фетишу. А человек как раз наоборот, вы разные совершенно. Но здесь предполагается какое-то взаимодействие. И ваша как будто задача научить, провести человека правильно как-то, увидеть, помочь точнее, увидеть ему, что мир, он многогранный, он не состоит, может быть, только из внешнего какого-то лоска или из какой-то внешней картинки. Намного важнее то, что внутри. Но если уж вы, как вот этот отшельник, выступаете учителем для человека, значит, вы не должны себя отодвигать словно на второй план, помогать, вот знаете, как-то безмерно этому человеку. И ваша задача помочь ему, научить, может быть, ценить как вас самих. И, может быть, у кого-то из вас эта ситуация башни прежде была именно посредством того, что вы, может быть, вложились в какое-то дело, или в человека вложились, или вы ему где-то помогли, а он как-то поступил, но не очень красиво. И вы сейчас вместе стоите перед каким-то выбором или перед какими-то внешними обстоятельствами, ситуациями, когда вам приходится взаимодействовать друг с другом. Но вы тоже не должны повторить какую-то свою прежнюю ошибку, сказать, что человек или сделать из него какого-то кумира и впоследствии еще раз получить эту башню, а именно поставить себя на первое место и своим примером где-то провести этого человека вперед. Вот здесь сложная ситуация в каком плане? Потому что от правильного взаимодействия тут выбираете вы сами, как вы выстроите эти отношения, каким учителем вы окажетесь для человека и какие вы сами пройдете уроки. Тут взаимосвязь такая действительно как по судьбе. Ладно, второй вариант. Могу ли я доверять человеку и что обо мне думает человек? У нас туз кубков, тут все сразу нам говорят. Любовь. Тут конкретно есть какие-то чувства. Даже если вы смотрите на родственников, или мы не про страсть какую-то говорим, а вот взаимодействие с людьми. По тузу кубков, знаете, тут человек, что он думает обо мне? Да только хорошее думает. И планирует наперед. Вот этот туз кубков, когда новые возможности, да, голубь у нас как будто вылетает из этого кубка, может быть, планирует с вами путешествие, увидеть мир, как-то совершенно по-другому жить, знаете, перелистнуть как и свою страницу жизни, так и вашу. И вот эту судьбу написать уже не как одного, может быть, а как вас двоих. И если вы загадали этот вариант на работу, на бизнес, на какие-то взаимоотношения дальнейшие с людьми, значит, есть элемент искренности. Ну, давайте мы спросим, а что еще думает человек? Ну, человек достаточно где-то прижимистый, но можно назвать и скупердяем. Где-то по деньгам, может быть, поэтому вы смотрите, что вы не чувствуете, насколько человек готов вкладываться в меня. И вот если этот как раз вопрос вас заставляет посмотреть видео или загадать вот этот вариант, вы не уверены, насколько человек будет вкладываться в вас, может быть так, или помогать вам материально. Вот давайте мы это и спросим. Можете ли вы рассчитывать в дальнейшем на его поддержку материальную? Человек достаточно состоятельный, и он умеет очень правильно сориентироваться, где чувства, а где деньги. Он не смешивает одно и другое. И если кто-то из вас загадал на личную жизнь, то по королю кубков это проходят наши супруги. Поэтому, безусловно, какой-то прогресс человек планирует. Но сказать, что он перемешает в одну кучу без разбора какую-то финансовую стабильность и чувства, такого не будет. Человек сам по себе другой. И поэтому, но планы его как раз очень даже искренние и, ну, желание, по крайней мере, есть. Давайте мы тогда спросим, могу ли я в целом доверять? Но он видит с вами какой-то прогресс. Он как раз с вами связывает свое будущее. Или какой-то ваш
общие задумки, какую-то тему или сам по себе прогресс. По этой карте он готов вам даже чем-то помогать. Может быть, это сопряжено, ведь по-разному меня смотрят. Может, по вам придется учиться чему-то. Это ведь карта ученичества. Он готов и сам где-то обучаться, но и вам помочь, провести словно вас через какой-то путь. И у кого-то из вас это может быть как переезд куда-то задуманный, может быть, кому-то придется учить языки, кому-то придется овладевать какой-то новой специальностью. Тут есть действительно перспективы, сама по себе карта прогресса. И могу ли я доверять? Да, но это идет какое-то сотрудничество. Вам в этих отношениях, чего бы они ни касались, не нужно будет тоже делать вот этот микс между отношениями, чувствами и материальной какой-то составляющей. Ну, принять, наверное, что человек есть таков, какой он есть. Не смешивать разные сферы жизни и где-то рационально подходить к вопросам, все, что касается имущества, финансов или, может быть, какой-то помощи даже со стороны человека. Что он планирует? Вот не совсем в формате видео, но вот так пошло все, да? Что он планирует? Его планы на вас. Давайте мы вот так посмотрим. Уйти от какого-то разочарования, завершить какую-то прежнюю ситуацию, которая у него, возможно, сейчас еще пока не завершена. Он еще в стадии как будто перехода находится. Ему вот как раз он ждет, может быть, какого-то момента, чтобы завершить какую-то историю со знаком минус, и он видит в вас возможность для себя тоже. Видимо, чем-то вы его зацепили, или есть в вас, может быть, умение видеть мир как-то по-другому, или есть какая-то динамика, или вы при любой ситуации минусовой умеете как-то подняться быстро, да, с колен, и это восхищает вас человеком, то, что, смотря, ну, какая бы ни была сложная ситуация, вы можете от чего-то отказаться, развернуться на 180 градусов и пойти где-то своим путем. Вот с одной стороны, это как ваша сильная позиция в этом может заключаться. С другой стороны, кстати, человек может думать, что вы немножко на своей волне. И кто знает, может быть, я буду вкладываться, а вы потом этот реверанс на 180 градусов совершите, и он останется ни с чем. Вот это он тоже может думать, кстати. Ну а что еще? Он думает. Карта отшельника. Вы знаете, человек достаточно... К нему вообще сложно найти, ну, подход к его сердцу или к нему самому, чтобы он проявил какую-то искренность. Ему очень хочется. Но, видимо, либо человек долгое время один был, либо помимо того, что он был в одиночестве, ну, в кажущемся, у него могло быть миллион знакомых. Но вот именно вот это внутреннее состояние, есть для меня какие-то важные приоритеты, я, с одной стороны, им следую, но сказать, что рядом со мной есть человек, который разделяет эти взгляды, нет. Это наложило отпечаток, что он стал где-то, может быть, ну вот как одиночка. Не одиночество, а он уже стал одиночкой, когда, в принципе, ему никто не нужен. Вот есть этот момент. Он себя очень комфортно чувствует, даже когда один на один, но периодически ему все-таки не хватает, видимо, вот этого туза кубков или вот этих эмоций, которые через край. Ну и вот в вас он видит как раз возможность жить какой-то полноценной жизнью, чтобы мир заиграл или жизнь заиграла в разных красках. Потому что нам сказали, что финансовая составляющая есть. Человек как раз вот уж то-что, а считать он и умеет, и правильно какую-то стратегию, тактику выложить сумеет. Он может быть удачлив, дела, вопросы, точнее, вопросы, дела, работы, бизнес. Вот тут он силен, ничего не скажешь. Но для него проблема именно какие-то чувства или сторона чувственности. И ему бы очень хотелось через вас вот эту грань жизни познать, как будто. Ну, давайте мы все-таки спросим, какие двери перед вами откроются вместе при взаимодействии с этим человеком. Какие двери? Как карты видят. Ну, правда, тут я больше не буду доставать карты, потому что десятка пентаклей – это
уже как вершина 10. И по пентаклям конкретно создание семьи, создание дома, решение каких-то, даже если тут все-таки, я бы сказала, второй вариант кубок, и больше с элементом чувств, каких-то приятных эмоций. Это может быть любовная какая-то история. И человек как раз и для вас это совместное какое-то решение, может быть, как съехаться. Если вы сейчас находитесь на расстоянии по отшельнику, второй вариант, кто загадал, действительно есть, может быть, какая-то дистанция между вами. У кого-то это может быть дистанция, потому что было какое-то как знаете, недопонимание, и, может быть, на какой-то период была какая-то ссора, или была какая-то обида, или вы друг друга не поняли. Но есть элемент того, что мы как раз умеем выстроить правильные отношения, и даже при том, при всем, что вы диаметрально противоположны как личность, но взаимодействие можно свести как и к искренним чувствам, как к какой-то стабильности, к уютному, надежному дому, к некой цитадели, когда вы будете друг для друга какой-то взаимоподдержкой. И это будет не путем ломки друг друга, нет, а когда вы признаете индивидуальность, объединение, наверное, как Наполеон и Жозефина, вот что-то такое. Это когда мы не перекраиваем человека под себя, а просто видим в новых отношениях какие-то новые формы сотрудничества. Но здесь нам больше говорят конкретно о семье и о доме. Вот мы выстраиваем этот дом. Что обо мне думает загаданный человек, и могу ли я ему доверять? Да, конечно. Десятка пентаклей. Это может быть кто-то из ваших близких. Это может быть, да, в принципе, какой-то бизнес-партнер, может быть, ваш друг. И есть взаимодействие. Здесь может быть и какой-то далекий родственник или человек даже от вас на расстоянии, с которым вы планируете, ну, какое-то дальнейшее сотрудничество. Тут буквально создание семьи. Здесь проходит семья в несколько поколений, и здесь могут быть как и ваши близкие, далекие какие-то родственники, так и буквально ваши дети. И есть, конечно, взаимосвязь, и есть как и сам по себе прогресс, достижение материального изобилия, процветания, так и создание буквально дома. Ну, прекрасная карта, тут даже нечего спрашивать, правда, тут что обо мне думает, да самое хорошее. Есть, безусловно, по этой карте все грани сотрудничества, как и душевность, душевное именно тепло, так есть и финансовый какой-то достаток. Ну, давайте мы посмотрим, что обо мне думает человек, или могу ли я ему доверять. Я сразу достану карту. Давайте посмотрим. Кого-то ж вы загадали. Могу ли я доверять? Знаете, вы для человека можете быть как, ну, помощь своего рода выхода из какой-то патовой совершенно ситуации, когда вынужден человек словно совершить вот этот квантовый скачок в будущее, совершить буквально переезд или, правда, кто-то на расстоянии съехаться для того, чтобы уйти от тех обстоятельств, которые непреодолимой силы. Переход ваших отношений на совершенно другой уровень. Могу ли я доверять? Ну, тут человек, надо сказать, сам на себя тоже рассчитывает. Не то, что он на вас готов свои какие-то проблемы или заботы переложить и успокоиться. Нет, тут человек еще видит, что от меня очень много зависит. Хорошо, каково взаимодействие, какие двери могут нам открыться? Вы знаете, просто путь в будущее. Человек готов, да, он действительно надеется сам на себя. И если мы говорим про взаимодействие, тут кто-то загадал, скорее всего, кого-то из близких, из, может быть, вашей семьи. Может быть, какая-то внешняя ситуация, патовая, совершенно вынуждает вас какое-то общее дело задумать. Или вы уже в процессе выполнения какого-то дела или плана, или какого-то проекта. И человек, и вы-то, скорее всего, тоже видите так, что какая-то ситуация неминуемо подходит к концу. И от того, как мы ее завершим, и вот перешагнем или сделаем этот квантовый скачок в будущее, будет зависеть
наше дальнейшее изобилие, процветание. Вы знаете, вы тут будете думать вместе, как будто в унисон. То есть, несмотря на то, что у каждого из вас, кстати, будет какой-то свой дальнейший проект на будущее, безусловно. Но помимо этого есть и то, что вас связывает. А связывают словно какие-то невидимые нити, которые вас будут держать да всю жизнь оставшуюся. И несмотря на то, что вы, скорее всего, окажетесь, может быть, даже в разных, ну, на разной территории, на какой-то период, но это будет совершенно необходима какая-то трансформация, чтобы в какой-то новый формат перевести ваши отношения. Ну, давайте так немножко вперед забежим на обозримо ближайший период. Ну, давайте возьмем пару месяцев, где-то так. Что это будет? Тенденции. Прекрасные тенденции, все ваши проекты осуществятся. И по королю Пентакли это сильная позиция, это новый статус, это новые возможности и опять же финансы. То есть сама по себе карта нам говорит, когда люди надеются сами на себя, сами строят свой успех. И тут как и плодотворное сотрудничество, взаимодействие, надежное партнерство, когда и есть успех в плане денег, когда не будет каких-то забот денежных, правда, тут вы можете даже какое-то, если вы сейчас не задумались, вместе начать бизнес-проект или семейный бизнес, если вот меня смотрят. И в последующем для вас это, вы знаете, как клад какой-то найдете. Вот точно, вот как по этой карте. Какие-то новые двери откроете. Сейчас нет закрытых дверей. После вот этого квантового скачка или прыжка, который должны совершить. Может быть, и вы тоже, кстати. Не только это может карта касаться человека, но и вас самих. Может быть, вы вместе где-то, это как перемещение в какую-то другую реальность, или куда-то, может быть, переезд далеко, или с учетом возникших каких-то обстоятельств вы идете по новым возможностям каким-то. Вы будете делать в любом случае что-то из разряда того, чем вы прежде не занимались. Или это будет другая территория, нежели та, на которой вы находитесь сейчас, и где вы прежде, ну, чем-то занимались, либо кем-то работали или каким-то образом взаимодействовали с этим человеком. Тут действительно есть какая-то трансформация, и закрываем дверь в прошлое. Она, собственно, для вас уже закрыта. Ваша задача быстрее выйти вот в эти врата. Ведь, повторюсь, в этой колоде карт самое главное, открыты перед нами двери или закрыты. Перед нами все двери открыты. Уже какая-то ситуация, считайте, завершилась. И значит, какие-то последние штрихи, пока вы смотрите это видео, вы, ну, должны навести и выйти вот из какой-то сложной, запутанной ситуации. Для вас двоих это вот такая трансформация, которая приведет, как, повторюсь, к финансовому успеху, благополучию, к надежному дому, к дальнейшим планам, реализации проектов, когда мы рассчитываем сами на себя, но мы и получаем результат от наших приложенных усилий. Здорово вообще, конкретная трансформация. Давайте я... И это ведь на несколько месяцев. Ну, если мы говорим, что думает обо мне, хотя нам сказали уже, что да, прекрасные помыслы и чисты. Чище не бывает. Давайте достанем карту еще одну и уточним, а что сейчас для человека? Сейчас человек, вот это точно, есть вот этот квантовый скачок, если мы говорим, и у нас как раз что сейчас? Вот необходимо сделать что-то так, как я раньше не делал. И абсолютная самозащита. Потому что по принцессе мечей у нас прообраз этой карты идет как медузы Горгоны, а она у нас пострадала из-за доверия или доверчивости и из-за того, что ей позавидовали, по сути дела. И поэтому где-то, видимо, вот этот момент, период перехода, он потребует от вас и от человека. О себе много не говорим. Или о вашем каком-то плане мы никому не афишируем. И это будет своего рода как защита. На этот период это сделать как будто совершенно необходимо. Ну а что еще?
что у нас в задумках. Действительно, у кого-то переезд, и вот выход как раз вот с этой какой-то позиции, когда нам говорит карта, что все краски уже в этой местности утрачены, и человек у нас стоит словно на краю обрыва, но для него это, тем не менее, по тройке жезлов сильная позиция. Он контролирует как и то, что происходит вокруг, так и уже у него есть какие-то конкретные планы. И одна задача только не тратить время и где-то куда-то не опоздать, потому что песочные часы, которые держит человек, нам напоминает: время идет. Поэтому вот какую-то трансформацию мы не можем себе растянуть на длительный период времени. Мы должны что-то осуществить быстро или в тот загаданный срок, как может быть нам по судьбе. Поэтому тут раздумывать долго не получится. И давайте, ну, раз уж так карты ложатся, что дальше? Одна карта подтверждает другую, и дальше ничего не тяну. Здесь у нас король пентаклей, и я уже обрисовала значение. И у нас королева пентаклей, тут как пара у нас проходит. И у кого-то это буквально пара во взаимоотношениях и личной жизни. Это ваш партнер, семья, или, может быть, вы пока дружите и не оформили ваши отношения, значит, вы их оформите обязательно. Создание вот этого прекрасного союза, основанного на взаимопонимании, душевной близости, тепле, на доверии, на искренности. Ну, самые прекрасные чувства проходят по всем этим картам. Так и реализация новых проектов. В первую очередь по карте королевы Пентаклей она сидит, словно находится на троне возле райского сада. Если мы говорим про последствия, что будет в дальнейшем, у нас как будто, посмотрите, верхний ряд и нижний подтверждает его. Так вот редко бывает, но на самом деле королева Пентаклей этот райский сад построила сама. Так и вам, может быть, вдвоем с вашим партнером вы построите какую-то новую реальность. Вот тот самый сад чудесный. Воплотите в жизнь какие-то проекты, когда и вы останетесь довольны, когда будет, знаете, какая-то как и стабильность, как уверенность в завтрашнем дне, какие-то новые грани взаимодействия с миром и, может быть, новый, теплый, уютный дом, потому что десятка пентаклей о доме нам говорит тоже. Прекрасная, как и второй, так и третий вариант, мои дорогие. Первый немножко сложноватый. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.